Здравствуйте! Добро пожаловать в музей собрания. Сегодня у нас с вами состоится лекция по куклам, автоматонам или механическим чудесам. О чем же пойдет речь? Итак, мы узнаем, как все начиналось. Узнаем о древних автоматонах античности, узнаем о золотом веке механики, познакомимся с удивительными творениями многих механиков и мастеров, а также узнаем о том, как же создавались куклы, какие материалы использовались и как сейчас осуществляются основные этапы реставрации кукол. Ну а в последнем разделе мы познакомимся с вами с современными роботами-автоматонами. Итак, как же все начиналось? На самом деле сейчас, говоря именно об автоматонах, мы невольно себе представляем роботов-андроидов. Но ранее существовали именно куклы-автоматоны, положившие начало магии перформанса, для того, чтобы покорить и удивить высший свет. Первые механические люди упоминаются еще в гомеровской Илиаде, написанной в VIII веке до нашей эры. Там описывается могучий гигант Талос, его выковал бог Гефест. Тело Талоса полностью состояло из бронзы, и он был предназначен для того, чтобы охранять остров Крит со стороны от нападений нежелательных захватчиков. Но уже позднее в Священном Писании описывается и трон царя Соломона. Трон имел очень сложную механическую конструкцию, ступени к нему были инкрустированы драгоценными камнями. Среди них были и изумруды, и сапфиры, и рубины. Но самым необычным был именно механизм этого трона. По обеим сторонам от него располагались многочисленные статуи животных. Они тоже были механические. При восхождении царя на первую ступень он запускал большое колесо. Механические животные вытягивали части своего корпуса для того, чтобы помочь царю взойти на трон. На этом слайде мы с вами сможем увидеть визит царицы Савской к иудейскому царю, а вот как раз на левой стороне трона мы сможем увидеть с вами тех самых механических животных, различных львов, павлинов и даже слонов. Но я, в свою очередь, приглашаю вас переместиться на 1000 лет назад и посмотреть на одну из составляющих этого трона. Конечно, перед вами не оригинальный павлин, который находился во главе этого трона, но это один из уникальных автоматонов Музея собрания. Сейчас мы увидим его с вами в действии. На самом деле именно Древняя Греция была центром, где развивалась прикладная механика. На самом деле именно тогда существовали различные храмы, автоматоны. И действительно, люди могли прийти в храм, и нет ничего проще, чем заплатить положенную сумму, и можно было тогда услышать пение птицы при повороте большого колеса. Пение птицы означало положительный ответ со стороны божества, а молчание противоположный. Однако, конечно же, саму птицу петь заставляло, увы, не божество, а искусство Герона, механика, существовавшего еще во второй половине I века нашей эры. Птица пела благодаря шестерням, блокам и веревкам, приводимым в движение поворотом колеса. Отключив шестерни, это мог делать жрец, птица замолкала, а жрец сам выбирал, какой ответ подходил в том или ином случае. Сама птица пела благодаря перевернутой в воду опускаемой воронке, издававшей трели подобно птичьим. Но и на самом деле в Греции существовали также и функциональные механизмы. Один из таких, механическая служанка, была создана механиком Филоном еще в III веке до нашей эры.
Эта механическая служанка предназначалась как раз для вполне конкретной цели. Она должна была наполнять чашу вином, а затем смешивать его с водой. А вот сама подача жидкостей осуществлялась из 2 контейнеров, которые помещались в корпус самого автоматона. Но также в Древней Греции были не только механизмы, которые служили для того, чтобы проводить религиозные обряды, или те, которые имели функциональную направленность, но были и те механизмы, которые предназначались для того, чтобы продемонстрировать различные научные принципы. Именно таким был механический голубь механика Архита Таренского. Он был спроектирован им еще в IV веке до нашей эры. Он содержал одну единственную тайную пружину. Голубь мог взмывать ввысь и опускаться на землю без малейшего затруднения. Но и создание автоматонов, естественно, продолжалось и в средние века. Именно тогда во Франции также был известен теолог и ученый Альберт Великий. Он создал механического человека, а тот предназначался для того, чтобы открывать и закрывать двери. Сейчас уже этот механический человек овеян всевозможными легендами и тайнами. Считалось даже, что он научился говорить, и день ото дня становился все болтливее. А вот разговоры человека так надоели другу и соратнику Альберта Великого Фоме Аквинскому, что он взял молот и разнес андроида на шестеренки. Но так это или нет, факт остается фактом. Этот механический человек действительно существовал. Но сами средние века уже... Сам XIII век уже не считался темным средневековьем, и на самом деле именно религия и наука научились сосуществовать очень дружно друг с другом. Вот здесь как раз на этом слайде мы можем увидеть, как Альберт Великий излагает свою доктрину физической науки на улицах Парижа в 1245 году. Ну и, конечно, в эпоху Возрождения подарила миру множество удивительных гениев, изобретателей, художников, среди них и Микеланджело Буонаротти, и Донателло, и Джотто. Один из крупнейших представителей искусства Возрождения был художник, писатель, изобретатель Леонардо да Винчи. Он действительно спроектировал множество механизмов и автоматонов, его чертежи и эскизы дошли до наших дней. Карло Педретти, ученый, обнаружил эти чертежи в 1957 году. Ну а впоследствии сам Габриэле Николай, итальянский изобретатель, представил современный вариант реконструкции механического человека, облаченного в доспехи, подобно рыцарю. Здесь как раз мы сможем увидеть самого Габриэля Николая рядом со своим творением. На самом деле именно этот механический рыцарь участвовал во всевозможных промышленных выставках. Последняя проходила в Сиднее, выставка, посвященная научным достижениям. Ну и здесь мы можем увидеть основной внутренний механизм этого рыцаря. Он состоял из систем колес и ремней. Считалось, что именно этот механизм использовался также в троне Медичи. Но этот факт до сих пор остается непроверенным. Ну и, конечно, в XVI веке в Испании также продолжалось создание автоматонов. Человек мечтал создать себе подобного. И заводная молитва или монах Сан-Диего, механический человек, был создан механиком Хуанелло Туриано по заказу короля Испании Филиппа II. На тот момент сам король молился у постели умирающего сына и как раз поклялся совершить чудо за чудо, если его сын выздоровеет. И действительно чудо произошло, сын пошел на поправку, и впоследствии сам Филипп II заказал у придворного механика спроектировать монаха. Но и основной механизм как раз скрывался под робой монаха, полностью выполненной из железа. Сам монах состоял из дерева. Его механические ступни двигались вверх и вниз, голова, глаза и губы двигались в такт его движению. Он мог ударять себя в грудь правой рукой, целовать четки и креститься левой рукой. Ну а золотой век механики также подарил множество научных изобретений и удивительных механизмов. Среди именно в XVIII веке известен один из выдающихся изобретателей Жак де Вакансон. Мать маленького Жака была женщиной весьма набожной, и она водила
ребенка в иезуитскую школу, а там на стене висели огромные маятниковые часы с тяжелыми стрелками. Впоследствии, уже в 18 лет, юный Жак смастерил точно такие же, используя самые обыкновенные примитивные материалы. Ну а затем уже Жак де Вакансон покинул родной Гренобль и переехал в Париж, преисполненный самыми фееричными идеями. Именно в Париже он создает 3 своих удивительных шедевра. Это его флейтист, музыкант, играющий на тамбурине, и механическая утка. Его флейтист родился в 1738 году, 11 февраля. Жак, проходя по саду Тюильри, увидел фавна, играющего на флейте. Сама скульптура полностью была сделана из бронзы. И тогда юный Жак, подобно Пигмалиону, решил оживить свою скульптуру, используя самые обыкновенные механические научные принципы. На самом деле сам Жак де Вакансон был очень разносторонним человеком. Он очень увлекался медициной, его увлекала анатомия человеческого тела. Он подолгу наблюдал за игрой музыканта. И затем он создал своего флейтиста, который не просто имитировал игру на флейте, но действительно играл на ней. Воздух поступал с механических легких, мехов, движение воздуха контролировал язык, губы открывались и закрывались в такт мелодии, а пальцы перебирали по отверстиям флейты. Пальцы были полностью выполнены из дерева, и таким образом они неплотно прилегали к отверстиям. Для того, чтобы добиться максимального прилегания к ним, Жак де Вакансон использовал накладки из кожи. Но и в этом же году он создает свое удивительное изобретение – механическую утку. Она была представлена публике и произвела настоящий фурор. Птица могла раскрывать крылья, могла поворачивать голову, подергивать хвостом и даже издавать звуки, подобно птичьим. Но самое удивительное, что она могла делать, это заглатывать и переваривать зерна. Внутри утки был установлен также химический реактив, который расщеплял проглоченные зерна и производил самые настоящие экскременты, а вот последние выводились через специально предусмотренное для этого отверстие. Многие даже говорили, что это самая настоящая птица, только заключенная в металлическую оболочку. У нас с вами есть уникальная возможность сейчас понаблюдать за мастером над работой. На самом деле это уникальный экспонат музея Собрания. Сейчас мы с вами увидим его в действии. Этот экспонат относят ко второй половине XX века. Изобретен он в память великого изобретателя французским часовщиком. Здесь можно обратить внимание на очень подвижную, живую мимику самого де Вакансона. Также на следующем слайде мы сможем с вами увидеть и механическую утку. Но, конечно, это тоже экспонат из музея Собрания, он тоже посвящен в память великого изобретателя. Здесь можно отследить удивительно слаженную работу каждого механизма. Можно увидеть, как сама утка плавно вытягивает шею, как она берет зерна, заглатывает их. На самом деле даже можно проследить, что во время того, как она вытягивает шею, она также и расправляет крылья, подергивает хвостом. Все это происходит одновременно и очень плавно. Здесь даже можно заметить биение ее сердца, то есть за него отвечает отдельный механизм.
Ну и струя воздуха вырывается из ее клюва, тем самым она задувает свечу. В XVIII веке родился еще один удивительный изобретатель – Пьер Жакедро. Он родился в местечке Ла-Шо-де-Фон, близ Швейцарии, и с юных лет увлекался механикой. А любовь к часовому делу ему привили старшие братья. Очень проворный ум и внутренняя сноровка позволяли самому Пьеру Жакедро оснащать также свои часы удивительными механизмами. Но и впоследствии он же создает 3 своих удивительных шедевра. В 1750 году сам Пьер Жакедро женился, и буквально через 2 года на свет появился его сын Анри Луи Жакедро, с которым они впоследствии сами организовали собственную компанию. Но и роковой была встреча с милордом Маришалем. Именно он был губернатором Невшателе в Швейцарии и представил Пьера Жакедро ко двору испанского короля Фердинанда VI. Именно тогда, в 1758 году, Пьер Жакедро вместе со своим сыном Анри Луи Жакедро и механиком Жаком Жеврилем снарядили небольшую деревянную повозку. В нее умещалось 6 маятниковых часов. Они были представлены ко двору Фердинанда VI, и Пьеру Жакедро была пожалована награда – 2000 золотых пистолей. На тот момент это была очень внушительная сумма. И буквально через год она помогла ему создать собственную компанию по производству механических карманных часов, а затем он создает 3 своих удивительных шедевра. Презентация 3 кукол-автоматонов состоялась в 1774 году. Это его каллиграф, рисовальщик и девушка, играющая на клавесине. Изготовление кукол принесло Пьеру Жакедро феноменальный успех, а впоследствии уже сами куклы были показаны всему миру. Один из самых сложных механизмов был его каллиграф. Механический мальчик представлял собой внешне 5-летнего ребенка. Он мог макать гусиным пером в чернильницу, стряхивать с него излишки и писать на чистом листе бумаги фразы, что-то типа «Я люблю тебя, мой город» или «Пьер Жакедро, мой создатель». Премьеру каллиграфа Жакедро устроил в Париже в 1774 году при дворе только что вступившего на трон короля Людовика XVI. На самом деле каллиграф произвел настоящий фурор, и самым удивительным, конечно, был его механизм. Мало того, что над ним работали несколько механиков, он был ювелирно выполнен и очень изящно встроен в сам корпус куклы. Сам механизм состоял более чем из 6000 деталей. В нем имелись кулачки, они отвечали за контроль штрихов и уровень давления на бумагу. Но помимо этого, его же автоматон мог следить взглядом за написанным. На этом слайде мы сможем с вами увидеть самого рисовальщика, девушку, играющую на клавесине, и каллиграфа. Его рисовальщик был менее сложным, чем каллиграф, но тем не менее он мог очень плавно отрисовывать собачку любимого короля, любимую собачку короля Людовика XV и даже подписывать ее кличку. Ее звали Моя Туту. Даже сейчас мы можем проследить, насколько плавно он это делает. Ну а затем каллиграф. Тут мы сможем увидеть, как он сам следит взглядом за написанным. Здесь представлена также работа уникального механизма. Здесь расположено большое колесо, на каждой засечке нанесены буквы. Именно тогда его можно было переналаживать. В настоящем времени мы бы сказали перепрограммировать.
Ну и, конечно, одним из самых сложных механизмов была его девушка, играющая на клавесине. Над ней трудились несколько механиков: Пьер Жакедро, механик Жак Живриль и Анри Луи Жакедро. Девушка могла не просто имитировать игру на клавесине, но действительно играть на нем. Здесь тоже можно заметить, как она следит взглядом за игрой. Сам миниатюрный клавесин исполнял 5 мелодий. Основной механизм помещался на небольшом стуле, на котором она сидела. Здесь большой вал отвечал не только за музыкальный аккомпанемент, но также и за движение самого автоматона. Но одним из самых сложных, конечно, частей механизма в этой кукле была именно кисть. Здесь мы можем увидеть, что к каждому пальцу подведен свой рычаг, который отвечал не только за нажатие определенного пальца на определенную клавишу, но также и определял уровень давления на нее. Ну и помимо того, что сам Пьер Жакедро был механиком, он самым первым в XVIII веке изобрел механизм поющей птички. Он создал механизм, который одновременно заставлял птичку петь и двигаться. А перед вами также один из экспонатов музея собрания. Эта птичка, помимо того, что может щебетать, она также может и перепрыгивать с ветки на ветку. Ну и, конечно, XIX век подарил уже целую плеяду различных механиков и изобретателей. Один из самых успешнейших был Блэс Бантам. Он создавал механических поющих птиц. Компания Бантама была основана в Париже еще в 1849 году. Он производил не просто поющих птичек, он создавал целые многоструктурные настольные композиции, вазы с поющими птичками и даже часы. Ну и затем впервые его творения выставились также на Всемирной выставке в Лондоне в 1851 году. А вот после выставки сам Блэс Бантам участвовал во всевозможных художественно-промышленных выставках, где удостаивался самых высоких наград. Многие посетители описывали его творение таким образом. Механизмы были невероятно сложными, многоструктурными и состояли из нескольких частей птичек колибри. Они могли перелетать с ветки на ветку, крутиться вокруг своей оси, издавать продолжительное щебетание и даже открывать клювы. Сам механизм скрывался в веточках дерева. Но и надо сказать, что сам Блэс Бантам, помимо того, что был выдающимся механиком, он также был заядлым натуралистом. Современники описывали, что он подолгу стоял возле раскидистого куста, слушая разные оттенки и трели птиц, также наблюдал за их характером. Впоследствии он оснащал каждую свою птичку индивидуальным звучанием. Здесь мы можем увидеть с вами и механизм на 3 мелодии, который обычно встраивался в различные его творения, а с правой стороны также показаны птички на ветке цветущего дерева. Это также экспонат, который присутствует в музее собрания. Ну а здесь мы с вами сможем увидеть и услышать, как работает свистковый механизм Бантама. За основную работу отвечает центральный мех. Он приводится в движение рычагом. Чуть пониже расположен небольшой поршень. В него также встроен небольшой рычаг, который приводит в движение, и мы можем услышать вот такие вот незатейливые трели. Сам механизм заводится аналогично часам, то есть при помощи вот такой вот центральной пружины, которая находится в металлическом валике. Ну и, конечно же, у Блэза Бантама были и продолжатели его дела. Прежде всего, это были 2 его сына, Леон и Альфред Бантам. Они также принимали участие во всевозможных художественно-промышленных выставках. Ну а впоследствии появился на свет его внук Люсьен Бантам. Он уже изготавливал поющих птичек и для музыкальных шкатулок, и для ювелирных табакерок. После кончины Люсьена Бантама, это случилось в 1966 году, компанию выкупила швейцарская компания «Риош» во главе с Шарлем Риожем. Эта компания выпускала музыкальные шкатулки, но до сих пор она также продолжает и производство механических поющих птичек.
Ну и, конечно, наряду с механическими птичками также создавались и механические автоматоны-игрушки. Имя Густава Виши, одного из успешнейших предпринимателей и создателей таких механических кукол, связано на самом деле с производством автоматонов и по сей день. Его компания изначально была основана его родителями в 1862 году, но затем его отец Антуан Виши потихоньку слеп, и мать уже не могла дольше продолжать производство. И из-за этого Густав Виши вынужден был присоединиться к компании. Он возрождал утраченные техники производства своих кукол, а затем уже управлял компанией вместе со своим сыном Генри Виши. Он также был агентом по продаже кукол Густава Виши. На самом деле у компании Виши была одна особенность. Она производила детали, которые помещались в основной механизм автоматона. Их можно было сделать именно, создать не вручную, а на станках. Так, из-за этого, если какая-то одна деталь выходила из строя, ее можно смело было заменить на другую. И именно эта особенность позволила поставить автоматоны Виши на поток. Компания его стремительно расширялась и уже впоследствии вышла за пределы Европы. А его сына Генри Виши была мечта. Он хотел продолжить его дело, но и отдельно также организовать производство в Америке. Из-за этого в 1896 году он отправляется туда вместе со своей семьей. Но проект не был осуществлен, и буквально через 4 года Густав Виши отзывает свою невестку вместе с внуками обратно, а Генри Виши остается в Америке. Отношения между отцом и сыном обострились. Но и впоследствии в 1900 году уже сам Густав Виши лишил Генри Виши участия в компании. Сам отец так и не смог простить сыну то, что он оставил его в течение 4 лет самостоятельно управлять компанией. Но стальной характер и предпринимательская жилка позволили Густаву Виши в 1893 году войти в члены приемной комиссии на различных выставках. Буквально через год он награждается пальмовой ветвью Академии и становится президентом палаты по изготовлению игрушек. В 1900 году его уже выбирают в кандидаты-члены почетного легиона. На самом деле, затем уже Густав Виши считался одним из самых выдающихся производителей игрушек и самых состоятельных. Здесь можно увидеть семью Густава Виши. Это он сам, его жена Мария Терезия, которая была его музой. Она создавала костюмы для автора. Каждый костюм был вышит ей собственноручно. Ну и, конечно, также в экспозиции Музея собрания есть автоматон кукла-вышивальщица. Вот прототипом послужила как раз его муза Мария Терезия. 5 августа 1904 года Густав Виши скончался, и буквально через год его жена продала фабрику Августу Трибуле. Сам Август Трибуле ничего не стал менять в игрушках Густава Виши, лишь заменял механический привод на электрический. Ну и, конечно, одно из знаковых имен в истории создания кукол было имя Жоржа Жумо. Свою фабрику он основал вместе со своим другом Луи Дезире Белтоном в 1841 году. Эта компания занималась производством кукольного корпуса и также занималась изготовлением платьев для них. Сама компания отшивала различную одежду высочайшего качества, и это позволило получать компании медали и различные награды на выставках. Ну а настоящим хитом стало изготовление куклы Бебе Жумо. Она появилась в 1877 году и была придумана братом Жоржа Жумо, Эмилем. У нее было удивительно милое детское личико, а всю одежду для кукол также отшивала жена Эмиля, Эрнестина Жумо. Ну и буквально через год сама фирма получила первую золотую медаль на Парижской выставке. А уже в 1880 году фирма Жумо была признана лучшим производителем игрушек.
А научил говорить такие игрушки Анри Леаре. Он родился в 1848 году в семье часовщика. Основал свою компанию по производству часов-будильников, называемых «Сверчок». Он даже получил диплом за них на Парижской выставке в 1879 году. Ну а затем французское правительство заказало массивные часы у Леаре, которые должны были отражать не только дни, месяцы, но даже сезоны. Затем эти часы были подарены императору российскому Александру II. Ну а сам Анри Леаре немножко усовершенствовал первый фонограф Эдисона. На самом деле Эдисон самый первый предложил встроить свой фонограф в кукольный корпус. Но именно фонограф Эдисона на тот момент работал несовершенно. Куклы очень часто выходили из строя. И из-за этого сама компания по производству таких кукол была приостановлена. Анри Леаре немножко упростил структуру самого фонографа. Здесь мы можем увидеть его строение. Он ювелирно встроил его в корпус куклы. Сама кукла могла говорить несколько фраз, рассказывать стишки и даже истории. А вот сам Анри Леаре даже провел конкурс на страницах журнала «Моя газета» в 1891 году. Он предложил будущим покупательницам самим присылать письма с пожеланиями, какие фразы они хотели бы услышать от своих кукол. И победительница, конечно, получала главный приз «Бебе-фонограф». Именно так называлась эта кукла. На самом деле производство затем таких кукол было приостановлено, потому что они требовали огромных финансовых затрат. Но именно «Бебе-фонограф» положила начало французской фонографии. Много говорили о структуре кукольной, о ее внутреннем механизме. Ну а теперь предлагаю поговорить и о том, как же создавалась кукла, какие материалы использовались в ее составе. Изначально кукол создавали из самых разнообразных материалов. Это было и дерево, и фарфор, бисквит, то есть это необработанный фарфор, имеющий кипельно-белый оттенок, и даже папье-маше. Папье-маше – это картон, смешанный в равной консистенции с определенным клеем. Именно папье-маше использовалось не только при создании кукол, но также и при их реставрации. Я предлагаю как раз посмотреть подробные этапы реставрации одного из автоматонов Музея собрания куклы Зульмы. Вот здесь на первых двух слайдах мы видим с вами основные повреждения. Это вот на первом слайде как раз можно увидеть поврежденную кисть. На втором слайде можно заметить, что нет части фаланги, нет соединительного элемента. Ну а последние два слайда отражают реставрацию именно механизма работы куклы. То есть здесь видно, что нету музыкального механизма, а здесь видно, что мастер его уже вставил. Ну и сама реставрация осуществляется именно при помощи гипса и мела, смешанного в равных пропорциях. Эта смесь наносится на поврежденный участок, наращивая корпус. Затем затирается специальным материалом и уже поверх наносится определенный слой краски. Но одним из самых сложных этапов реставрации является воссоздание аутентичных тканей. Они настолько хрупкие, что даже простое прикосновение может быть губительным для них. Здесь как раз можно увидеть основные повреждения ткани. Ну а тут можно увидеть ювелирную работу реставратора, нашего реставрационного центра. Здесь можно увидеть как раз удивительную ювелирную вышивку бисером и стеклярусом по аутентичной ткани. Ну а здесь можно уже полюбоваться итоговым результатом реставрации. А я приглашаю вас сделать это не только на слайде, но и увидеть воочию плавные, удивительно красивые движения Зульмы.
Здесь представлена коллекция автоматонов Музея собрания, но на самом деле работу каждого экспоната можно увидеть не только на нашей лекции, но также и на сайте самого музея, полюбоваться работой на сайте. Ну и, конечно, прикладная механика сама по себе проложила уже путь в современную компьютеризацию и к высоким технологиям. Сейчас уже автоматоны ушли немножко от развлекательной функции и перешли в социальную сферу и даже в сферу медицины. Ну а само слово «робот» относится еще к 1917 году. Именно это слово придумал чешский писатель Карл Чапек в своей пьесе «Рур», а придумал он у него именно в соавторстве со своим братом Йозефом. Итак, что такое робот? Именно само слово «робот» созвучно с нашим русским словом «работа», что означает «тяжелый принудительный труд». Но и здесь мы можем с вами увидеть саму сцену из спектакля «Рур» Rossum's Universal Robots. Сам спектакль был о том, что ученый Россум изобрел механических людей, затем поставил их на поток, и эти люди должны были делать самую тяжелую работу за человека. А затем уже директора компании спросили, что же такое роботы. И он ответил: роботы — это не люди, они механически совершеннее нас, они обладают невероятно сильным интеллектом, но у них нет души. Итак, значение «робот» приобрело широкие масштабы не только в фантастической литературе, но также в науке и технике. Сейчас уже роботы используются в медицине. В основном мы называем их андроидами. Они изготавливаются также в Японии. Известны многие биороботы. Они сейчас встраиваются уже в организм человека и способны заменять отсутствующий орган у него. Также создаются роботы-ассистенты, которые помогают людям, инвалидам или людям с ограниченными возможностями чувствовать себя более полноценно. Ну и, конечно, все большее распространение получают роботы в повседневной жизни, которые создаются специально для того, чтобы человек не чувствовал себя одиноким. Это роботы-няньки и роботы для коммуникации. Например, один из таких, робот Некси, был создан в 2008 году и тут же попал в список лучших 50 изобретений по версии журнала Time. Робот Некси обладал очень приятной мимикой и приятным женским голосом. Впоследствии уже чуть позднее был создан робот Кироба Мини. Он весит всего лишь 200 граммов, несет в себе только коммуникативную и развлекательную функцию. Кстати, у него отсутствует даже функция навигации или голосового секретаря, но он служит для того, чтобы развлекать водителя в дороге. Он пристегивается ремнем безопасности к пассажирскому сидению и рассказывает водителю истории на протяжении всей его поездки. Он предназначен для того, чтобы водитель понимал, что с ним в машине кто-то находится, и это позволяет самому водителю более безопасно вести транспорт. Ну а затем уже робот Кагоми был создан компанией токийского рынка Кагоми. Весил он 8 килограмм, он специально создавался для участия в марафоне. Он помещался на спину своему хозяину и на протяжении марафона должен был кормить его помидорами. Помидоры сами помещались в специальные ячейки на спину робота. Ну и, конечно, сейчас все больше андроиды занимают место и в кинематографе, и даже на сцене. Совсем недавно, в 2019 году, прошла в Театре наций громкая премьера спектакля «Зловещая долина». Ее постановщиком был Штефан Кегги. Он описывал именно биографию немецкого писателя Томаса Мелли. Что мы видим? На сцене сидит его прототип, андроид. Он рассказывает о своей биографии, но важно не то, что он делает, а как он это делает. На протяжении всего рассказа он немного покашливает, мычит, а потом вдруг, внезапно, поворачивает ногу на 360 градусов. И это приводит публику в настоящее недоумение.
Ну а сам термин «зловещая долина» относится еще к 70-м годам. Именно этот термин показывает уровень восприятия человека к андроиду. Чем реалистичнее ведет себя андроид, чем больше его движения близки к человеческим, тем больше уровень отторжения у наблюдателя. Ну а так, подводя итог сегодняшней лекции, можно сказать, что человеческая природа притягивала и манила многих изобретателей прошлого. Притягивает она их и сейчас. Но если ранее люди и изобретатели пытались больше показать биологическую функцию человека, то сейчас ученых все больше занимает искусственный интеллект. И на самом деле, благодаря самым различным музеям, и музеем в Швейцарии, и Смитсоновскому институту в Вашингтоне, и музею собраний, у нас с вами есть возможность увидеть самые разнообразные изобретения различных механиков прошлого. Ну а я, в свою очередь, благодарю вас за внимание. Большое спасибо. Ну, у меня есть еще небольшое послесловие. Я хотела бы запустить еще один автоматон. Это автоматон изобретения Густава Виши «Пара на скамье». Ну а на этом наша лекция подошла к концу. Мы рады видеть вас снова и на обзорных, и на тематических экскурсиях, и на лекториях.